Всем доброе утро, а у кого не утро, всем добрый день. Сегодня выходной день, но я проснулась рано. Вот как назло всегда. Когда тебе нужно идти на работу, всегда так хочется спать, а когда можно поспать себе спокойненько, ты всегда так рано просыпаешься. Мои еще спят, Вадик сказал вообще его не будить на обед, а я себе сейчас сама спокойненько позавтракаю. Так люблю завтракать сама. Я даже ставни еще не открыла, не люблю сразу с утра слишком много света. Я включаю свет над газовой плитой или зажигаю свечи. Мне так больше нравится завтракать. Девчонки, у нас в Италии недавно закончился период карнавала. Я вам в этом влоге покажу некоторые кадры, как это проходит. Вообще-то этот влог должен был выйти немного раньше, но у меня были проблемы с компьютером, и мне пришлось подождать, пока его исправят. Так что перенесемся немного в февраль месяц. И как раз насчет февраля. После 14 февраля у меня осталась последняя шоколадная конфетка. Видите, написано «Бачи». Именно эти конфетки часто дарят влюбленные. И угадайте почему? Бачи в переводе с итальянского – это поцелуи. Вот почему именно эти конфеты чаще всего дарят в день влюбленных. Вкусные, внутри целый лесной орешек. А как вы знаете, я все люблю с орешками. А еще внутри вы всегда найдете маленькое послание, и в каждой конфете оно разное. Вот видите? Сейчас прочитаем, что мне попалось. Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita. И если перевести, это будет «дай каждому дню шанс стать самым прекрасным в твоей жизни». Прикольное послание, мне понравилось. И сегодня к чашке капучино знаете, чего мне захотелось? Сейчас возьму 4 вот таких сухарика. Вот таких, видите? Намажу их сливочным маслом. А сейчас добавлю немного варенья из лесных ягод. Оно такое вкусное, кисло-сладкое. А сейчас добавлю семечки подсолнечника. Они сырые, не жареные. И еще сверху добавлю кунжута. Люблю это сочетание и часто себе так готовлю. А сейчас выложим все как положено на тарелочку. И сегодня позавтракаем не спеша. А вот покажу вам поближе мои вкусняшки. Беру мою любимую чашку. И в капучино я добавляю чайную ложечку сахара. А раньше я добавляла всегда 2, но уже давно привыкла только с одной пить. И пока у меня греется молоко, смотрите, я вам покажу что-то. Смотрите, какая маленькая красотка. У нас мимоза уже давно цветет, еще с конца января, представляете? Мне кажется, в этом году она начала цвести еще раньше, чем обычно. Пока я тут с вами болтала, молоко уже нагрелось и кофе заварилось. А, как я люблю горячее капучино. И еще с пенкой. Кто смотрит меня утром, присоединяйтесь, будем завтракать вместе. Сейчас еще добавим и кофе. Кто еще, как я, любит пить горячий капучино? Жгу язык, но мне так больше нравится. Если немного остынет, то уже совсем не тот вкус для меня. И чай я люблю пить такой горячий. И борщ, и супы я тоже люблю именно горячие. Ну все, я пошла завтракать. И вам приятного аппетита, если кто-то ест. Я уже позавтракала, открыла ставни, и вы посмотрите на эту красоту. С окна бьет солнышко, и мимоза как будто еще красивее. У моей сестры в палисаднике уже каллы и нарцизы цветут. Вы посмотрите на эти мягкие шарики. Все-таки какой нежный цветок мимоза. Уже такие теплые дни, прямо пахнет весной.
Девчонки, а вы представляете, мои родственники из Приднестровья прислали кадры, что у них так намело снега. Я даже им немного завидую. Я уже так давно не видела снега в Италии. Посмотрите на эти красивые кадры. Это на Днестре. Есть кто-то, кто меня смотрит из Приднестровья? Напишите. Кто не знает, я сама из Молдавии, но я училась в Бендерах. И год из моей жизни я прожила в Тирасполе. Так что особый привет всем из Приднестровья. И еще смотрите, какие красивые фотки мне прислал двоюродный брат. Боже, какая красота! Наверное, я просто соскучилась за снегом. А это уже у нас в Италии. Это мы вышли на прогулку. Смотрите, какой интересный памятник. Наверное, даже правильнее сказать скульптура. Из дерева, влюбленные в виде сердечка. Прикольно сделали. Зашли в пару магазинчиков, уже давно продают все к Пасхе. Покажу вам некоторые кадры. Кто-то из вас декорирует дом к Пасхе? Я никогда не декорировала. Но кто знает, может и я начну этим заниматься. Кто меня смотрит из Италии, это магазин Action. Есть разные яйца, и керамические, и стеклянные, и деревянные. Все, что хотите, и зайчики разных видов. И здесь не так уж и дорого. Я бы даже сказала дешево. А здесь уже шоколадные, зайчата и яйца. А вот и мимоза, но это, наверное, поздняя мимоза, так как на многих деревьях она уже давно расцвела. На некоторых она уже и отцветает. А теперь покажу вам, как проходит карнавал в Италии. Создают разных персонажей и проезжают по центральным улицам. У нас городок маленький, их не так уж и много, но если вы побываете в больших городах, там все намного красивее. И все одеваются в разные яркие костюмы, и взрослые, и дети, что-то типа как у нас одевают детей на Новый год. Это как народное гуляние, но днем. И обычно раскидывают и конфеты, и конфетти. И все это сопровождается громкой музыкой. И тут меня обсыпали конфетти. И на улицах можно купить разные типичные вкусности. И что касается вкусняшек, именно в период карнавала итальянцы пекут хрустики, хворост, как многие говорят, и пончики. Именно в этот период вы их можете купить в любом магазине, кафешках и барах. В другой период их просто не продают. И все хозяюшки дома пекут эти сладости. Как у нас на Масленицу пекут блины, так у них в этот период пекут хворост и пончики. Карнавал длится 2 недели. Это происходит перед 40-дневным постом перед Пасхой. И в последний день карнавала сжигают одного персонажа на площади. Вернемся домой, и я покажу вам 2 классных рецепта хвороста. И я его дома пекла. Заодно и вам покажу классные рецепты. И за время карнавала я пекла 2 вида хрустиков. Вот такие простые и вот такие симпатичные цветочки. Рецепты у них разные, и те, и другие классные. И сейчас я вам вставлю, как я их готовила. Эти рецепты я уже выставляла на моем кулинарном канале. И давайте начнем с этих попроще. Так что пойдемте готовить. И для этого рецепта нам понадобится 3 яйца, 1 столовая ложка сахара, 1 пакетик ванильного сахара, щепотка соли, 1 столовая ложка водки, рума или коньяка и мука. Первым делом разбиваю в посуду яйца. Добавляю щепотку соли, столовую ложку сахара и пакетик ванильного сахара. И сразу добавляю столовую ложку коньяка. И хорошенько все перемешиваю. И затем постепенно добавляю муку.
Тесто должно у нас получиться плотненьким и не липнуть к рукам. В конце я тесто замешиваю руками. Затем припыляю стол мукой и вымешиваю еще немного на столе. И у нас получается вот такое плотненькое тесто. И теперь нужно дать тесту отдохнуть. Накрываю пищевой пленкой и кухонным полотенцем и оставляю на 30-40 минут. И пока тесто отдыхает, я наливаю достаточно масла в глубокую сковороду. Хворост нужно жарить в рафинированном растительном масле без запаха. Я наливаю примерно 1 литр масла. Затем в блюдо я стелю бумажное полотенце, чтобы впитывалось лишнее масло. Прошло 30 минут, отрезаю половину теста и раскатываю в тонкий пласт. Тесто на хворост нужно раскатать очень тонко, практически до прозрачности. Идеальная толщина 1-2 мм. Если вы сможете раскатать так тонко, то ваш хворост будет хрустящим, воздушным и пузырчатым. Видите, как тонко я раскатала? Даже рисунок гранита виден. А теперь я нарезаю тесто на полосочки среднего размера. Примерно так. А теперь эти полосочки разрезаю по диагонали на кусочки поменьше. Вот таким вот образом. И выкладываю их на досточку на расстоянии друг от дружки. И теперь приступаю к жарке. Чтобы проверить, если масло нагрелось до нужной температуры, я опускаю кусочек теста. И если он сразу всплывает и вокруг появляются пузырьки, можно жарить. И теперь опускаю хворост небольшими партиями. Если будете жарить при низкой температуре, хворост впитает много масла. Жарьте по 40-60 секунд с каждой стороны до золотистого оттенка. Вот и готово, вынимаем их шумовкой. Видите, масла для жарки должно быть много, чтобы хворост плавал в нем свободно. И не опускайте жарить слишком много хвороста, чтобы они оставались ровненькими и чтобы температура масла не снижалась. И вот такие красавчики у нас получились. Простой рецепт, но очень классный, так что берите на заметку. Ну и, конечно, потом посыпаем сахарной пудрой. Посмотрите, какие они получились аппетитные. Слышите, как хрустят? Очень вкусно. Ну а теперь приготовим вот эту красоту. В этом рецепте больше ингредиентов. Первый был попроще, но оба они очень вкусные. Я вам советую попробовать и те, и другие, и потом напишите мне, какой вам больше понравился. Ну а сама форма просто прелесть. Ну ладно, пойдемте готовить. И для этого рецепта нам понадобится 2 средних яйца, 40 грамм сахара, щепотка соли, 60 грамм молока, 30 грамм растопленного сливочного масла, 2 столовые ложки водки, виски или бренди, цедра 1 лимона и 300 грамм муки. И сначала я смешиваю яйца с сахаром.
И сразу добавляю щепотку соли. Затем добавляю охлажденное растопленное сливочное масло, цедру одного лимона, молоко и коньяк. И хорошенько все перемешиваю. И в конце постепенно добавляю муку. И замешиваю плотненькое тесто. Вот такое тесто должно у нас получиться. И теперь нужно дать отдохнуть тесту 30-40 минут. Накрываю его пищевой пленкой и полотенцем. И также раскатываю в тонкий пласт, как и в первом варианте. Раскатали тоненько, а теперь нам понадобится 3 круглые формочки разных диаметров. Каждый наш цветочек будет состоять из 3 кругляшков. И я формирую одинаковое количество кругляшков каждого диаметра. Оставшееся тесто собираю в комочек и в конце снова раскатаю. И теперь нам понадобится яичный белок. А сейчас беру кругляшок теста диаметром побольше, смазываю серединку яичным белком, сверху выкладываю кругляшок среднего размера, снова смазываю серединку белком и в конце выкладываю самый маленький кругляшок, слегка придавливаю серединку пальчиком и еще немного придавливаю обратной стороной кисточки для уверенности. И теперь ножом делаю 4 надреза. Вот таким образом. И вот такие заготовочки у нас получились. При жарке они раскроются и получатся красивые цветочки. А сейчас в сковороду я наливаю около литра масла и жарю я на подсолнечном масле. И теперь опускаю жарить по 4 цветочка. И опускаю я их маленькими лепестками вниз, так они лучше раскрываются. И не жарьте сразу много цветочков, чтобы они хорошенько раскрылись. Как только он подрумянился с обратной стороны, переворачиваем. Видите, они раскрылись, такие красивые, как кувшинки плавают. И вынимаем шумовкой, чтобы стекло лишнее масло. Тесто очень тоненькое и жарятся они очень быстро. Из этого количества теста у меня получилось 33 штуки. И вот такая красота у нас получилась. Как вы видели, это совсем не сложно, но результат просто супер. Легкие, воздушные, хрустящие, да еще и такие красивые. А еще мы их посыпем сахарной пудрой, и будет еще вкуснее. Вы только посмотрите, какая красота, как раскрылся этот цветочек. Слышите, как хрустит? Очень вкусно.
Готовьте и радуйте ваших близких, и заглядывайте на мой кулинарный канал, там я выпускаю только рецепты. Ссылочку на мой кулинарный канал я вам оставлю в описании под видео. И еще недавно в Италии проходили зимние Олимпийские игры. Это 4-е зимние Олимпийские игры в Италии. Сама церемония открытия мне очень понравилась, была классно организована. Не всегда Италия отличается классными спецэффектами, но в этот раз они постарались. Особенно момент соединения 5 олимпийских колец в конце было очень эффектно. Классно. Кто не знает, эти кольца символизируют 5 частей света – Европу, Азию, Африку, Австралию и Америку. Само переплетение колец символизирует союз народов, дружбу и равенство всех стран, участвующих в Олимпийских играх. Кому-то из вас нравится смотреть Олимпийские игры? Я, например, с большим удовольствием смотрю всегда фигурное катание. Ну ладно, девчонки, на этом я буду заканчивать мой влог. Увидимся в следующем видео. До скорой встречи!